Всем привет! Меня зовут Денис Харшинов, и сегодня мы разберем топ-10 основных ошибок при ремонте квартиры. С нами сегодня дизайнер интерьеров Татьяна Карачкова и прораб Илья Романов. Первая основная ошибка – это отсутствие планировочного решения. Татьяна, расскажите, пожалуйста, к чему это ведет, отсутствие плана? Основной ошибкой в первых стадиях ремонта является отсутствие четкого функционального планирования помещения. В первую очередь нужно определить, сколько человек будет проживать на данной территории, какие у них потребности, какие у них хобби, какие у них увлечения, как они готовят, как они спят, сколько мест хранения нужно и так далее. Соответственно, после того, как вы уточните, что нужно людям, которые будут проживать на этой площади, необходимо выполнить замер помещения и все вышеперечисленное разместить на данной площади, естественно, с учетом габаритных размеров будущей мебели. То есть, выражаясь профессиональным языком, необходимо выполнить планировочное решение будущего помещения. Если неправильно сделать это планировочное решение, то это приведет к тому, что нужно заново все будет переделывать, и это немаленькие деньги будут. Ну, во-первых, это все-таки опять материал, правильно? Материал, это стоимость работ, демонтажная, монтажная работа, то есть лучше сразу все учесть. На стадии чертежа, то есть когда вы делаете планировочное решение на бумаге, на компьютере, это выходит значительно дешевле, чем если происходит необходимость сделать какие-то перестройки уже на объекте. То есть у вас что-то не влезло, начинаете перестраивать стенки, это огромные расходы. Немаловажно, кстати, и время всего ремонта. Время, разумеется, увеличится. Вторая основная ошибка – это уменьшение площади помещения. После выполнения черновых работ необходимо помнить о том, что площадь помещения сокращается на толщину материалов, нанесенных на стены для их выравнивания, ну там потолка и пола соответственно. Особенно это критично отражается, если вы планируете выполнить шумоизоляцию. К примеру, у вас ванная комната 1,70 м в ширину, и вы хотите поставить ванну на 1,70 м по длинному борту, ну там на 90. Не стоит забывать о том, что площадь помещения ванной сократится и на материал отделки стен, и на толщину клея, и на толщину керамогранита, который вы будете использовать. И такая ванная попросту может не влезть. Поэтому на стадии проекта лучше либо увеличить площадь ванны, если уж вам очень сильно нравится эта модель, либо подобрать другую модель, которая будет немножко меньше, и у нас останется запас по ширине. Надо учитывать то, что штукатурка 2-3 см обычно, а толщина изоляционного материала 5-10 см. Третья, одна из самых глобальных ошибок при ремонте квартиры – это электрика. Электрика тема непростая, потому что когда человек заходит на объект, он видит просто коробку, голые серые стены, и предположить, где что будет располагаться, а тем более уже учесть, где какие будут нужны электровыводы, практически невозможно без соответствующего чертежа электрики, без планировочного решения. Обычно у нас на практике как происходит? Человек делает сам ремонт, заходит электрик, и ему хозяин говорит: вот мне там сюда розетку, там туда лампочку. А в результате потом мы видим по итогу всем известные розетки за диванами, дверки верхних кухонных шкафов, которые за какие-то светильники кухонные задевают и так далее. Для того, чтобы не было короткого замыкания, всю электрику нужно подразделить на группы с определенной мощностью. Если я захочу подключить на одну группу несколько сразу разных приборов, то есть микроволновку, духовой шкаф, допустим, утюг еще захочу подключить, получается, что произойдет? Ну, если на группу, на одну это все, скажем так, замонтировать, то будет выбивать автомат, и мощность не позволит выдерживать эти все нагрузки и все. Хочу еще добавить о том, чтобы вы не забывали продумывать все необходимые розетки на стадии чернового ремонта. То есть, если вы делаете кухню, не забывайте розетки для холодильника, посудомоечной машины, для вытяжки, для плиты, для духового шкафа, для микроволновки. Если необходима подсветка рабочей зоны, то, соответственно, электровывод для подсветки рабочей зоны, который будет сопряжен с удобно расположенной клавишей включения. Таким образом, чтобы не получилось, что вы зашли на кухню, у вас тут выключатель, тут же подсветка рабочей зоны, то есть чтобы это было все удобно, комфортно сделано. По поводу телевизионных розеток, это, как правило, пара розеток, это интернет-провод, антенна, которые должны быть расположены за телевизором. Но если телевизор подвесной, должно это быть таким образом, чтобы ваши розетки располагались над креплением. Иначе в противном случае вы будете вешать это самое крепление, и есть риск перебить провод, который проведен к
соответствующим розеткам. Не забывайте розетки под новогодние елки, не забывайте розетки под гирлянды новогодние. Если вы делаете ремонт летом, навряд ли вы об этом подумаете заранее. Также не забывайте делать розеточки под сушилку для обуви, иначе потом зимой у вас будут длинные удлинители, об которые вы будете по ночам спотыкаться. Не будет лишним сделать несколько удобных розеток в районе рабочего стола. Пылесос, гладильная доска, электробритва, фен. Если у вас маленькие детки, не будет лишним сделать электровывод под ночничок, достаточно удобно. И вот еще один момент, сейчас достаточно доступная вещь, это проходной выключатель. Не стоит на этом не экономить, не забывать про эту полезную функцию. Вы зашли в квартиру, включили свет, прошли через всю квартиру, свет выключили. Нет необходимости бегать туда-сюда обратно, выключать этот свет, как было там в далекие прошлые времена. В спальне то же самое, очень удобно. Зашли в спальню, свет включили, в кровать легли, весь свет выключили, возможно, даже там какой-то дальний свет, если у вас это будет запроектировано. Не забывайте еще момент такой, наверное, строители меня поддержат, различные блоки питания от светодиодных лент. Заранее продумайте места, где они будут расположены, и чтобы была возможность доступа к этим всем блокам питания, потому что проходит 2-3 года, и все не вечно, какие-то элементы выходят из строя. Очень удобно, когда есть возможность не портить ремонт, иметь доступ, да, и все вот эти вот запчасти какие-то сменные поменять. Четвертая ошибка – это кондиционеры. Но очень важно предусмотреть предподготовку под кондиционеры на стадии строительства. Все мы видели некрасивые шланги или какие-то короба, в которые скрываются трубки электрика в кондиционеры, которые установили уже после ремонта. Если ремонт какой-то старый и просто возникла необходимость повесить кондиционер в помещении, в принципе, не так критично, но если вы сделали новый ремонт, у вас на стену нанесена дорогая декоративная штукатурка или какие-то дорогие эксклюзивные обои, и потом после этого выясняется, что вы забыли провести кондиционер в эту комнату, то действительно будет очень обидно, когда ремонт уже выполнен, а кондиционер вы забыли повесить. Поверх, возможно, дорогой декоративной штукатурки или новеньких обоев будет красоваться некрасивая трасса от кондиционера, которую, возможно, вы спрячете в короб, но, тем не менее, привлекательнее от этого она не станет. Поэтому не забывайте делать предподготовку под кондиционеры на стадии черновой отделки. Следующая, одна из самых частых ошибок при ремонте квартиры – это остекление лоджии. При остеклении лоджии обратите внимание, насколько можно опустить потолок в данном конкретном случае, чтобы створка, открывающаяся у окон, не задевала за потолок, либо если у вас там светильники предусмотрены, чтобы створка не задевала светильники. Если же речь идет о встраиваемых светильниках, соответственно, замерите глубину, насколько встраивается светильник и насколько возможно опустить потолок. Также не будет лишним обратить внимание, что створки, открывающиеся, располагаются через одну для дальнейшего удобства при мытье окон. Шестая ошибка, связанная с полами. Илья, расскажи, пожалуйста. К примеру, разберем теплый пол. Он состоит из 3 типов. Первый тип – это водяной пол, второй тип – это электрический пол, третий тип – это инфракрасный пол. Все они применяются в различных помещениях. Ну, к примеру, устройство водяного пола – это 1-2 этаж коттеджа. Устройство электрического пола – это плитка, напольное покрытие из керамики. И третий вид – это инфракрасное. Ну, в основном это касается ламината и паркета. Ну, есть еще определенные особенности, о которых расскажет Татьяна. Не забудьте проверить исправность теплого пола перед укладыванием сверху финишного покрытия, например, керамогранита или плитки. Потому что если вы уже положили сверху плитку и теплый пол окажется неисправен или какой-то брак попадется заводской, сделать будет уже ничего невозможно, придется вскрывать пол и переделывать все заново. Также не стоит забывать о том, что мебель и теплый пол вещи плохо совместимые. Обычно, когда делается теплый пол, если это происходит без проекта, то человек просто
показывает строителям: мне там где-нибудь вон там сделайте теплый пол, вот где-нибудь здесь вот не делайте теплый пол. А по итогу встает мебель, диван там метр правее, метр левее, и, соответственно, все это попадает на теплый пол. Это вредно для мебели, это абсолютно бесполезно для кармана, так как это лишние расходы на теплый пол, лишние расходы на отопление. Также хочу сказать, что если вы планируете сделать весь пол в едином контексте и при этом хотите использовать дощатые покрытия в мокрых зонах, не используйте ламинат и паркет. Первая протечка, и все это станет вот таким вот образом дыбом. Подойдет в этом случае винил. Достаточно практичное современное напольное покрытие, которое не имеет никаких стыков, ложится ровно, можно положить его от прихожей через гостиную на кухню и даже в ванную. У меня был один такой забавный случай. Заказчики уехали в отпуск, сдали объект, положили паркет, и вроде бы все отлично. А по приезде обнаружили, что весь паркет стал дыбом. Кто же виноват в этой ситуации? Виноват на самом деле температурный режим. Если вы пользуетесь натуральными покрытиями, не забывайте соблюдать температурный режим, предусмотренный производителями. Иначе излишняя температура, излишняя влажность могут привести к тому, что покрытие будет безвозвратно испорчено. Что касается керамогранита, достаточно тоже практичное покрытие, особенно в мокрых зонах, но рекомендую использовать лопатированный керамогранит, который не скользкий. Глянцевые поверхности, они не практичные в плане эстетического вида, на них видно весь мусор, и помимо этого, конечно же, они очень скользкие, особенно если на них попадает вода в мокрых зонах. 7-я ошибка – сантехника. Какие же в ней бывают особенности? В первую очередь не стоит экономить на инсталляции. Все, что встраиваемое и делается на долгие годы, должно быть априори качественно и не дешево, по крайней мере, должно быть так, что этого хватит до следующего ремонта. Если я встречала такие системы, китайские инсталляции, унитаз, кнопка, инсталляция, все за 10 тысяч выглядит вроде бы симпатично, но нет никаких гарантий, что спустя там пару-тройку лет какая-то деталька не выйдет из строя, и вам не придется вскрывать весь короб для того, чтобы устранить эту неполадку. Не стоит экономить на инсталляции и на встройке. Надо не экономить на материале, выбирать всегда полипропиленовые трубы, медные трубы и другую продукцию качественным образом. Для этого нужны необходимые на это сертификаты. Ну, соответственно, и контролировать момент монтажа. Все соединения должны быть очень прочными. То есть, правильно я понимаю, если выбрать трубы без сертификата, какие-то некачественные или там ненадежных производителей, то можно получить себе в итоге протечку, замену всех коробов? Ну, совершенно верно, потому что зачастую все трубы монтируются внутрь стен, и потом доступа к ним уже не имеется. Это приведет к тоже дальнейшему разрушению, например, если в сантехнике, да, то есть это демонтажу плитки, демонтажу штукатурки, демонтажу коробов, то есть фактически это есть переделка, ремонт и все заново, да. Лучше как бы на этом точно не экономить. Использовать надежный материал и сертифицированную продукцию. Да. Не стоит забывать о лючках доступа к счетчикам, к каким-то сложным сантехническим агрегатам, к системам блокировки от протечки. Сейчас существуют скрытые лючки скрытого монтажа, которые можно сверху обложить плиткой, мозаикой, затереть затиркой, край пройти силиконом. Это будет выглядеть очень эстетично, никаких некрасивых пластиковых, как мы привыкли, вот таких вот механизмов уже в принципе никто не делает, и те лючки скрытого монтажа, которые сейчас применяются, абсолютно незаметны невооруженным глазом на стене. Ну и, наверное, хотела бы посоветовать, если позволяет возможность, все-таки не пренебрегать такой вещью, как система от протечек. То есть, если вы уехали на дачу и у вас где-то что-то, какая-то труба побежала, из нее вода, то вы сэкономите приличное количество нервов и времени, и денег на том, что система сама отключит доступ воды к вашей квартире и избавит вас от массы неприятностей. 8-я ошибка – это экономия на местах хранения.
Люди часто отдают приоритет жилой зоне, хотят больше места для активной жизнедеятельности и экономят на местах хранения. В результате получается, что не предусмотрены места для того, где будет постирочная, погладочная, ну, разумеется, если площадь позволяет, или хотя бы не отведены места для того, чтобы сушить вещи, для того, чтобы хранить какие-то предметы, для того, чтобы погладить белье. В результате мы встречаем в быту такие сомнительные элементы декора, как лыжи стоящие или сноуборд в углу, гладильная досочка аккуратно за шкафчик убранная. Поэтому все-таки стоит придавать значение местам хранения. Следующая, 9-я ошибка – это использование непрактичных элементов в интерьере. Да, здесь речь идет, наверное, о поверхностях. Я бы не рекомендовала использовать темные глянцевые поверхности на фасадах кухни, особенно на пушапах. Ну, то есть пушап — это механизм, который открывает дверки при нажатии на них. Сейчас достаточно модно кухни без ручек, но, однако же, если вы хотите темную кухню, я бы рекомендовала все-таки сделать ее не на пушапах, а с ручками. И, наверное, использовать текстуру дерева или просто матовые поверхности, потому что глянцевые темные фасады на кухне выглядят очень красиво на картинке, в жизни это совершенно неопрятно и быстро, наверное, будет раздражать все эти пальцы, отпечатки, жирные пятна на кухне. Также хочу сказать, что если вы хотите сделать красивую кухню, но сэкономить, не обязательно покупать дорогой, красивый и капризный массив, можно просто использовать основу МДФ, покрытую шпоном дерева. Шпон дерева выглядит абсолютно так же, как и просто массив дерева, но он менее капризный, такой вариант, и более дешевый. Сейчас достаточно модно использовать покрытия эмалевые на кухнях, а если вы хотите немножко сэкономить и сделать вариант подешевле, то подойдет пленка или пластик, но это уже более бюджетные варианты. 10-я ошибка – это экономия на видовых точках. В дизайне есть такие термины, как видовая точка. То есть все, что у вас находится в непосредственной близости, может быть осязаемо. Вы каждый день это трогаете, каждый день с этим сталкиваетесь, каждый день это мозолит вам глаза, должно быть выполнено качественно и дорого. А то, что где-то скрыто за пределами вашего зрения, но если, разумеется, это не какая-то техническая и важная функциональная часть, может быть немножко выполнено подешевле. То есть все, что у вас очень близко, очень осязаемо, должно быть максимально качественно. К примеру, в интерьере какого-нибудь дорогого ресторана вы вряд ли каждый раз будете разглядывать потолок. Он может быть вообще плохо и дешево покрашен, но при этом будет перед глазами дорогой слэп дерева, правильная подсветка, и фокус вашего внимания будет сосредоточен именно в этой части. И общее ощущение от этой обстановки будет складываться, что здесь все дорого и качественно. При правильном проектировании работы мастера, прораба, а также штукатуры, маляра упрощается и делает эти места красивыми. Ошибки на стадии проектирования, они действительно способны испортить любой, даже самый тщательно подобранный по дизайну, по материалам интерьер. Ну а теперь давайте подведем итог. В итоге есть 10 ошибок ключевых, и допуская их, вы получаете не всегда то, что вы хотели. Поэтому я рекомендую вам выбирать качественные материалы. Второе – это обращаться только к профессионалам, люди, которые имеют большое портфолио и огромный опыт работ. И, конечно же, совместно с ними участвуйте в разработке проекта, и я думаю, это придет все к тому, что вы получите то, что вы хотите после ремонта. Останетесь довольны результатом, также сэкономите значительное количество времени, нервов и денег на переделках. И самое главное, не разведетесь.